В этом видео я хочу рассказать вам немного об учебе моей в Корее. Я ходила в школу корейского языка, которая называется Green Korean Language School. Находится она на Инсадоне, рядом с метро Чонгак Station. Лично мне учиться там очень-очень-очень понравилось, потому что у нас была офигенная учительница. Офигеннейшая учительница, я по ней очень скучаю, она мне очень понравилась, и, блин, я очень хочу увидеть ее снова. В моей группе было 5 человек вместе со мной. Была я, девочка из Китая, мальчик из Китая, девочка-мусульманка из Америки, которая выходит замуж за корейца, потом один мальчик из Норвегии, и все вроде. Да, вообще все очень классная была у меня группа. Правда, за 1 месяц мы не успели как-то сблизиться или сдружиться. Мы ни разу не ходили после занятий куда-то вместе. Один раз только наша сенсеним позвала нас всех вместе пообедать после занятия. И это был наш единственный раз, когда мы все вместе куда-то вышли. Я не знаю почему. Я правда не знаю почему. И в принципе во время занятий у нас есть один перерыв. И во время перерыва не было такого, чтобы мы все как-то активно общались. Все начинали тычать в телефон, либо кто-то куда-то выходил. В общем, это было довольно неловко, когда начинался перерыв. Наверное, просто 1 месяца нам было мало для того, чтобы сблизиться, привыкнуть друг к другу. Или мы все были настолько разные, или я не знаю что. Еще мне кажется, что из-за языкового барьера было довольно сложно. Лично я мало с кем разговаривала. В принципе, так по отдельности я общалась практически со всеми, но когда мы были все вместе, мне было сложно начинать разговор, потому что я очень стеснялась своего английского, и вообще я поняла, что я в английском полный ноль, поняла, что с английским у меня большая беда, ну, с корейским тем более, я там могу что-то сказать на корейском, но все равно этого мало, я не могу прям все высказать на корейском, все, что я хочу сказать, и поэтому большую часть я не общалась с ребятами, но там был мальчик китаец, и он всегда рано приходил на занятия, и я некоторое время тоже рано приходила, пока не начала просыпать, вообще минут на 50 занятий. Но это не важно. В общем, я тоже приходила рано, и получается, что мы вдвоем приходили рано и сидели в одном помещении. Нам приходилось разговаривать, потому что это было совсем неловко, если бы мы просто тупо сидели и все. И вот мы как-то на английском, на корейском пытались что-то как-то поговорить. В итоге мне вообще кажется, что я понравилась этому китайцу, потому что он всегда так радовался, когда я приходила. И говорил, что я красивая. Да. Ну, в принципе, он тоже такой был приятный мальчик, хоть я не фанат китайцев, я не фанат менталитета китайцев и их культуры, но вот этот мальчик был очень клевый, как по мне. Я каждое утро приходила, и мы пытались как-то пообщаться, но это было очень тяжело, потому что вообще китайцы английского не знают, в большинстве своем китайцы вообще даже не учат английский, но этот мальчик, он его выучил, он сказал, что он учил его, смотря фильмы. Он, наверное, очень умный, потому что я не понимаю, как можно выучить английский, просто смотря фильмы, то есть и именно говорить на английском, потому что можно выучить его и слова знать, но именно говорить очень тяжело, но он хорошо очень общается на английском, и он хорошо говорит на корейском. В общем, как-то мы пытались общаться, это было тяжело, но пытались, да. А занятия проходили с 10 утра и до часу. С 11:20 до 11:30 у нас был небольшой перерыв, минут на 10. Получается, что у нас занятия были по 1,5 часа. Первые 1,5 часа, а потом вторые 1,5 часа. С 10 до часу. Всего лишь 4 раза в неделю, то есть было целых 3 выходных. Я когда ехала в Сеул, то я вообще думала, блин, вот это классная у меня будет учеба. Всего лишь 4 раза в неделю, и, честно говоря, этого реально достаточно, потому что очень было все насыщенно. Поскольку это были краткосрочные курсы, да, на 1 месяц, мы каждый день начинали новую грамматику. Каждый день, причем не одну новую грамматику, а бывало и 2 грамматики, и 3. И так за 1 день 3 грамматики, и ты делаешь домашку, да, ты типа учишь грамматику, потом приходишь на следующий день, и вы уже не повторяете особо ту прошлую грамматику, вы начинаете новую грамматику, потом ты приходишь еще на следующий день, а там уже 3-я какая-то грамматика, и ты такой сидишь, у тебя мозг вообще взрывается, переворачивается и заплетается в узелки. Но было интересно, потому что наша преподавательница, она офигенная, все было на корейском, она не говорит по-русски, естественно, но она говорит немного по-английски и по-китайски, то есть если китайцам было непонятно, она писала иероглифы какие-то, что-то, чтобы им было понятно. Она пыталась объяснить как-то на английском, вообще она супер художник, если нам было что-то непонятно, она пыталась там рисовать что-то, как-то объяснять, если мы не понимали какое-то слово, вот она пыталась объяснить нам слово, приводя в пример какие-то ситуации. То есть, в общем, было довольно было понятно. Иногда, правда, было реально непонятно, и в эти моменты, хоть мы и кивали, что да, мы поняли, но она все равно видела, что мы ни хрена не поняли, и она такая,
Так, как же еще этим балбесам объяснить-то? Но все равно она реально офигенная. Каждый день она спрашивала, там, как наши дела, пыталась с нами разговаривать. В общем, она очень клевая. Очень клевая. И так по ней скучаю. Нам вон дали всем листики. И тут написаны наши баллы. Это наши баллы на протяжении 1 месяца. Мой итоговый балл 89, походу. Да, 89 баллов скатилась, в общем. Я еще раз просматривала эту бумажечку, и здесь вот сообщение от учительницы, я его не видела. Я увидела его только вчера, уже 2 дня, как я вернулась. Я его прочитала, и я так растрогалась, я расплакалась. Она написала, что «Кейт ханталь донан кейт аго качи конбуэсо чонмаль чвассойо. Йошими конбуэсо чонмаль комаойо. Украинаэсо до кесок хангуго конбуасойо. 그리고 한국에 더 오세요. 계속 공부하면 아주 잘 말할 수 있을 거예요. 우크라이나에서도 항상 행복하세요. Я не знаю, это так мило с своей стороны. Я очень буду скучать по ней. А еще почему-то в Корее мое имя пишется как Лоба Катерина. Лоба Катерина, Лоба или Роба, я не знаю как, но... Это не важно. А еще, кстати, меня там называли Кейт. Поэтому вообще привыкла к тому, что меня зовут Кейт. И сейчас мне вообще себя очень странно воспринимать как Катя. Я реально от этого отвыкла. Потому что все мои друзья корейские там говорили Кейт, Кейт, Тони, Кейт, бла-бла-бла. И каждый день на занятиях я была Кейт. А теперь я снова какая-то Катя. Да. Занятия были реально интересные. У нас были учебники. В общем, мы занимались по вот таким вот учебникам. Это... Боже мой, это учебник. Он идет с диском. Здесь, боже, здесь всякие диалоги, задания, в общем, разные. Ну, такой, в принципе, неплохой учебник. Но наша Сунсеним сказала, что этот учебник не подходит для самообразования. Он именно вот для того, чтобы учиться в группе, на курсах, вот как-то так. Для самообразования он не катит вообще. И к нему вот такой вот workbook. Всегда потом по грамматике куча всяких заданий. На самом деле довольно легкий учебник, вот правда. Очень легкий. Конечно, были задания, которые иногда меня выводили из себя, потому что очень сложно, потому что он английско-корейский. Бывало так, что приходилось, ну, ты не понимаешь, как это на английском, а это еще и на корейском. Это постоянно был двойной перевод. Это было очень тяжело, но, в принципе, довольно легкий учебник, да. Если, может, где-то вы увидите его, я не знаю. Ну, хороший учебник, но для самообразования, опять же, не очень. Мы за месяц успели пройти 6 глав. 6 уроков, а здесь всего 9 уроков, но мы за месяц успели пройти 6, представляете? Не скажу, что я очень сильно как-то улучшила свой корейский, да, он однозначно улучшился, но вся фишка в том, что я вообще не тратила время на домашку в Корее. Ну, я делала все вот эти вот задания из воркбука, но я не учила слова вообще, я не учила слова, как я обычно их учу, там прописываю, запоминаю, я не учила слова, я не учила особо грамматику, я просто делала задания из воркбука и шла гулять, потому что, если честно, мне вообще не хотелось в Корее тратить время на что-либо, кроме как смотреть Сеул. Мне хотелось смотреть Сеул и все. Но все равно корейский, конечно, улучшился, потому что на уроках мы говорили 4 раза в неделю. И потом на улицах ты ходишь и все время говоришь. Во всех магазинах, во всех, вообще где угодно, где бы я была, я старалась говорить на корейском. В принципе, если было совсем уже сложно, конечно, я переходила на английский, но корейцы в большинстве своем английский плохо знают. Некоторые корейцы знают английский, но очень мало их, да. Как-то было, что я пришла в косметический магазин, подхожу и говорю ей, что мне нужна какая-то косметика для проблемной кожи. Я ей говорю на английском. У нее такие глаза. Я такая, так, а ну быстро зовите кого-то, кто говорит по-английски, у нас тут иностранец. Я такая, боже мой. Это было реально очень смешно. Но потом как-то она начала мне объяснять на корейском, и я поняла вообще фишку, как надо общаться с корейцами. Короче, повторяйте тупо все, что говорят они. Вот они вам что говорят, а вы потом такие, вы повторяете то же самое, что они сказали, они такие, да, вот вы понимаете меня, да? И она говорит, что дальше ты снова это повторяешь, и получается такой диалог. И кореец просто в восторге от того, что ты говоришь классно по-корейски, а ты просто повторял все, что говорил этот человек, и ты такой, да, я очень
крут в корейском. Короче, корейцы очень смешные, милые, наивные детки, очень классные, мне они понравились. В этот Хагвон, в который я ходила довольно много людей, много иностранцев. Еще там был один мальчик из Китая, который был копия Сэхуна, я вообще его не сразу заметила, потом я познакомилась там с девчонками из Ростова, и они такие: Катя, а тут у нас есть Сэхун. Я такая: где? И реально, и проходит мальчик, просто копия Сэхуна. Ну не прям копия, но он похож, и он очень красивый китаец. Красивый Сэхун, китайский Сэхун. Я хотела с ним сфоткаться в последний день, но застеснялась, черт. Вообще на этих курсах я нашла довольно много знакомых, друзей. Тогда я познакомилась с Надей из Казахстана, с этими девчонками из Ростова, с Яной и Дианой. Школа находится в довольно таком в хорошем районе, где все рядом, все популярные места рядом. Мёндон рядом, Чонгичхон рядом, Инсадон рядом, Гванхамун рядом, Кёнбокун рядом, в общем, все рядом. Очень удобное расположение у школы. Клевая школа, так что всем советую. Green Korean Language School. Корейский центр, да. В общем, я напишу их координаты. По ценам, ну, обучение в Корее дешевым не бывает. Обучение в Корее одно из самых дорогих обучений в мире, ребят. Поэтому заранее думать, как-то фантазировать, что это вам не обойдется в денежку, в принципе, не надо, не стоит. Знаете, что если вы хотите поехать в Корею, вам придется очень здорово потратиться и на проживание, и на обучение. Так что вот такое видео. Оставляйте свои комментарии. Были ли вы в Корее, учились ли вы там, хотите ли вы поехать туда поучиться, какие-то, может, у вас есть вопросы по поводу учебы и что-то, о чем я не рассказала, но вам это интересно, напишите, я вам отвечу. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. Спасибо, что посмотрели это видео, я вас обожаю, все, всех люблю, пока. Люблю. 내려갑니다. 1층 문이 닫힙니다.